Основатель династии Ротшильдов Майер Аншель умер, когда эпоха наполеоновских войн в Европе подходила к концу. Он создал один из крупнейших в Европе в то время банк. У него было 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Сыновья Ротшильда управляли отделениями этого банка во Франкфурте на Майне, в Вене, Неаполе, Лондоне, а чуть позднее в Париже. В своем завещании Майер Аншель запретил сыновьям иметь свои личные доли в семейном деле. Банк Ротшильдов всегда должен был оставаться единым. Кроме того, отец потребовал, чтобы сыновья женились только на своих племянницах, и таким образом никакой чужак не мог бы войти в их семейное дело. Со временем это дало возможность банку Ротшильдов стать самой могущественной финансовой системой не только в Европе, но и во всем мире. Своими главными целями Ротшильды считали контроль над системой финансов крупнейших стран и борьбу за права евреев. Ротшильды начинали свою деятельность, когда европейские державы задыхались от междоусобных войн и революций. Один из их биографов восторженно писал: «Они действовали ненавязчиво, но настойчиво, не чураясь раболепства, а затем следовал стремительный бросок». Ротшильды обслуживали монархов и представителей высшей знати. Они честно и аккуратно выполняли взятые на себя обязательства и получали за свои услуги небольшие проценты. Ротшильды давали в кредит огромные суммы. Монархи и знать тратили их на войны, роскошную жизнь и на удовлетворение своих амбиций. А чтобы возвращать кредиты с процентами, даже небольшими, правителям приходилось обирать свои народы. Это приводило к бунтам, смутам и революциям. На их подавление опять нужны были кредиты, а взять их проще и удобнее было опять у Ротшильдов. В результате этого кругообращения денег монархи и их подданные остались ни с чем, а состояние Ротшильдов удесятерилось. Континентальная блокада, которую Наполеон организовал, чтобы задушить Англию, привела к развитию контрабандной торговли в огромных размерах. Цены на контрабандные товары выросли во много раз. Финансировали смелых контрабандистов опять же Ротшильды. Таким образом, Наполеон, заклятый враг рискованных банкиров, создал условия для их же обогащения. Англия, чтобы воевать с Наполеоном чужими руками, создавала коалиции, которые он громил одну за другой. Финансировала союзников Англия. Но как золото, деньги и векселя доставить из Англии союзникам? Как переправить деньги английской армии, когда она тоже воевала на континенте под командованием герцога Веллингтона? За это дело взялись, естественно, Ротшильды. Они создали целую сеть курьеров, которые разъезжали по всей Европе в каретах с двойным дном с грузом золота и с портфелями, набитыми векселями, подкупали таможенников и чиновников, отстреливались от полиции. Переправка золота и денег во время войн с Наполеоном принесла Ротшильдам огромнейшие доходы. Ротшильды одни из первых поняли, какое важное значение для игры на биржах имеет возможность раньше других получать информацию. Их курьеры перемещались с необычайно большой скоростью. Они использовали небольшие быстроходные корабли и даже голубиную почту. Благодаря этому Натан Ротшильд первым в Лондоне узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо. Ротшильд для отвода глаз начал продавать акции компаний, которые разорились бы в случае победы французов. Игроки на бирже под действием Ротшильда решили, что так и произошло, и последовали его примеру, и стали по дешевке продавать акции. Натан Ротшильд через подставных агентов скупил эти акции, а цена на них выросла в сотни раз, когда через день стало известно, что Веллингтон и прусская армия разгромили Наполеона. Этот обманный маневр Ротшильда потом вошел во все учебники для финансистов. Кредиты, которые Ротшильды выдавали европейским монархам на войну с Наполеоном,
были растрачены на снабжение армии и военные действия. А после завершения войны правители европейских государств опять остались без гроша. Им снова пришлось обращаться к Ротшильдам за новыми кредитами. Так Ротшильды заработали деньги сначала на войне, а потом на мире. Если вы знаете другие интересные факты про клан Ротшильдов, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!